Красивое поглощение пламени. Лотос очищения скоро будет у Сяо Яня. А Гусюнер молодец, в который раз помогает Сяо Яню своим небесным пламенем, и совместной переработкой она спасла его. Конечно, в серии не будет того, как это показано в оригинале. Однако суть это не меняет. Сяо Янь поглощает небесное пламя вместе с Гусюнер. Очищение и переработка происходит усилиями их двоих, отчего оба получают мощный скачок силы. Кстати, в трейлере показали новую внешку Гусюнер. Смотрится она более впечатляюще, как и подобает на уровне святого. А Сяо Янь абсолютно не изменился с повышением силы. Как мы говорили ранее, Гусюнер достигла высшей 4-й звезды святого, а Сяо Янь начальной 5-й звезды. Были они оба на средней 2-й звезде, неплохой прирост силы. Сяо Янь обрел дух огня, маленькую Юи, что станет его верным помощником. Честно говоря, она впечатляет. Эта девчушка могла создавать лотосы ярости Будды лучше самого Сяо Яня. Почему? Потому что она и есть слияние 6 видов пламени. Это, можно сказать, эволюция всех небесных огней Сяо Яня. Она разумна и при этом послушно выполняет его указания. Что же произойдет после выхода из пространства? Давайте рассмотрим, а вначале поддержите, пожалуйста, видео лайком, комментарием и подпиской. Это очень помогает в продвижении. Итак, закончив с пламенем, Сяо Янь и Гусюнер вдвоем вышли из запечатанного пространства. Сяо Янь своей рукой легким движением образовал огромную пространственную трещину. Они исчезли в ней. Эта область также никогда больше не появится в будущем. За 2 года эти равнины покрылись зеленью, а группа наемников обнаружила здесь таинственные кристаллы, которые были наполнены дикой огненной энергией, в результате чего эта земля стала чрезвычайно живой. Они назывались камнями демонического пламени и считались сокровищем для практиков огненного элемента и алхимиков. Альянс Небесного Дворца тоже был среди добытчиков. Более того, они заняли территорию наиболее насыщенную. Но и зал душ был рядом. Эти фракции в течение 2 лет вели необычайно жаркую войну. Между ними возникали сражения, где бы они ни встречались. Каждые 3 дня они встречались на равнине, а в более крупных сражениях каждые 5 дней. Как раз, когда Сяо Янь и Гусюнер покинули пространство пламени, на группу Альянса напали эксперты зала душ, среди которых были почтенные воины. Командир Лю имел 10 колец хранилищ, каждая из которых наполнялась камнями демонического пламени. Рискуя собственными жизнями, их отряд несколько месяцев добывал эти камни для Альянса. Эксперты зала душ и другие протекторы уже было намеревались убить командира. Но один из них по имени Протектор Мо на уровне почтенного воина заметил, что его тело внезапно застыло. Голова вдруг отлетела от тела. Нынешний зал душ кажется довольно смел. Пространство за безголовым стариком медленно заколебалось. Из пространственной трещины медленно вышли Сяо Янь и Гусюнер. Смотря на безголовый труп, люди из зала душ испытали сильный страх. «Ты кто такой? Это территория зала душ!» Сяо Янь оглядел десятки человек в черном. В его глазах возник холод. Казалось, будто в этот момент застыла даже его доуци. Сяо Янь так легко убил протектора Мо, почтенного воина 5 звезд. Что говорить об остальных? Все решили убегать. Увидев, что люди в черном убегают, командир Лю тут же вздохнул с облегчением. Но даст ли Сяо Янь им уйти? Думаете, сможете уйти? Сяо Янь топнул ногой в воздухе, и от него во все стороны распространилась невидимая пульсация. Десятки бегущих людей резко остановились, после чего их головы взлетели к небу. Командир Лю поблагодарил Сяо Яня, назвав его старейшиной, учитывая его силу, так как не узнал в нем главу. Далее Сяо Янь спросил, что произошло с тех пор, как закрылась область демонического пламени. В течение 2 коротких лет Альянс Небесного Дворца и зал душ начали открытую войну. Клан Ши исчез, и 3 древних клана образовали альянс. Все эти потрясающие события собрались вместе. Это был действительно необычайно живой период времени. Сяо Янь кивнул, услышав о различных событиях, произошедших на центральных равнинах. Выражение лица Сяо Яня и Гусюнер резко изменилось, когда командир Лю упомянул, что клан Ши таинственным образом исчез, так же как и клан Лин ранее. Командир Лю рассказал, что недалеко отсюда есть отделение зала душ. Его даже охраняет святой из клана Хун. Многие эксперты Альянса Небесного Дворца погибли от рук этого святого
во время двухлетней войны. Сяо Янь поднял брови и спросил, сколько звезд у этого святого? 1 звезда. Сяо Янь улыбнулся и решил отправиться туда. Все замерли, потому что зал душ считался смертельно опасным местом, куда никто не осмеливался идти. Сяо Янь исчез в трещине и спустя несколько минут вернулся. Святой одной звезды превратился в фарш от одного небрежного удара. Ветвь зала душ перестала существовать в пределах равнин демонического пламени. Святой Хунь Цин также исчез. Лишь тогда все осознали, что перед ними был сам младший глава Альянса, Сяо Янь, и их охватило сильное потрясение. Да, Сяо Янь так мимоходом прикончил святого одной звезды клана Хунь. Что тут необычного? А далее Сяо Янь попрощался с Гу Сюнер. Она должна вернуться в клан Гу. Двухлетнее исчезновение Сюнер вызвало большой переполох в клане Гу, поэтому она должна была вернуться обратно. Плюс возникали проблемы с кланом Ши. Сюнер, я обещал, что пойду в клан Гу и предложу помолвку. Дождись меня. Сяо Янь в одиночку направился в павильон падающей звезды. Пылкие и жаркие бои между двумя сторонами превзошли все его ожидания. В настоящее время ни одна из сторон не успокоится, пока другая не погибнет. Зал душ уничтожил довольно много городов Альянса, а Альянс в то же время уничтожил многие филиалы. Конечно, Сяо Янь не возражал против такой ситуации. Зал душ стал для него смертельным врагом, и он не собирался с ними мириться. Нынешний Альянс обрел мощную силу, предка Сяо Чэня, и его также тайно защищал предок башни Пилюль. Сяо Янь сжал кулак. Альянс за эти 2 года вырос еще больше. Число присутствующих сильных личностей в этом регионе достигало ужасающей цифры. В течение последнего месяца Альянс вступал в сражение за залом душ в общей сложности 43 раза. Яо Лао и почтенный Фэн проводили большое собрание в штаб-квартире. Согласно данным нашей разведки, клан Хунь отправит истинного эксперта, чтобы помочь залу душ устранить Альянс Небесного Дворца. Зал душ осмелился на это, учитывая силу Сяо Чэня и предка башни Пилюль. Мощная сила, которую Альянс Небесного Дворца продемонстрировал за эти годы, была чрезвычайно впечатляющей. Столкнувшись с такой силой, даже зал душ терпел большие потери. Кого послал клан Хунь? Это был Хунь Тяньмо, святой 6 звезд. Как раз его показали в трейлере. Он был еще сильнее главы Хунь Мишеня и старика Хунь Мо. Ходят слухи, что он в прошлом участвовал в убийстве Сяо Сюаня. Последнее предложение было похоже на тяжелую бомбу, которая заставила зал задрожать. Клан Хунь фактически посылал старого монстра такого уровня. Казалось, что они решили наверняка уничтожить Альянс Небесного Дворца. Зачем клану Хунь посылать такого старого монстра? Разве они не боятся недовольства клана Гу и 3 других кланов? Святой 6 звезд. В настоящее время все древние кланы с подозрением относятся друг к другу. Они боятся, что инцидент клана Лин и клана Ши повторится. Кто будет беспокоиться о клане Хунь? Более того, клан Хунь, похоже, мутит воду. В противном случае сюда придет не Хунь Тяньмо. Старейшина башни Пилюль покачал головой. Если придет Хунь Тяньмо, а также глава зала душ и Хунь Мо, лишь Сяо Чэня и предка башни Пилюль не хватит. Хотя Альянс Небесного Дворца быстро развивался, они едва могли сражаться против экспертов высокого уровня 5 и 6 звезд. Кстати говоря, Цзэянь с ними не было. Она вернулась в племя драконов пустоты. Зал погрузился в тишину, но знакомый голос вдруг прозвучал. Если это будет глава зала душ, то оставьте его на меня. Сяо Чэнь внезапно расширил глаза. Да, Сяо Янь наконец вернулся. Увидев его, почтенный Фэн, предок Хо Юнь, Яо Лао, Сяо Чэнь и все остальные в большом зале задрожали. Их выражения лиц наполнились неверием. Яо Лао дрожа встал, а его глаза немного увлажнились. Последние 2 года он постоянно беспокоился о Сяо Яне. Парень подошел и встал перед Яо Лао. Он посмотрел на старика, который так взволновался, что с его глаз уже катились слезы. В сердце Сяо Янь хотел извиниться. Его 2-летнее отсутствие заставило Яо Лао сильно волноваться. «Учитель, я вернулся. Да, это будет классный момент. Спустя 2 года Сяо Янь вернулся. Да еще каким? Святой 5 звезд. А что было далее, рассмотрим в следующем видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайк и всем пока.